Друзья, всем привет! Наконец-то этот смартфон Poco обновился до актуальной версии HyperOS 3. Устройство, которое у многих на руках, и многие пользователи этого аппарата удивлялись, почему же разработчики обделяют эту модель. И в этом видеоролике я вам покажу, как отличаются в принципе подходы разработчиков к разным обновлениям, ну и в принципе как работает маркетинг на реальном примере. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у нас сегодня подопытным выступает смартфон Poco F7, и в кои-то веки на него приходит то самое крупное обновление HyperOS 3.0.300.0. Понятное дело, это Android 16, не стоит пока что ожидать здесь какого-то Android 17, и хоть даже его очень неактивно начали тестировать и на примере Xiaomi 17, но суть не в этом. Это обновление многие ждали по нескольким моментам. Тем, что должны были бы добавить новые ярлыки на рабочий экран. Вернее, правильно сказать, чтобы разработчики убрали старые покафоновские ярлыки и добавили те, которые на примере там Xiaomi и Redmi можно встретить в системе. Но давайте забежим с вами немного наперед, и я вам скажу, что, к сожалению, их эти ярлыки не обновили. И даже разработчики не добавили ту самую тему. Но обо всем по порядку. Значит, как я уже сказал, что это у нас прошивка Android 16, понятное дело, обновляют тут все возможные патчи безопасности. И, кстати, что интересно, тут у нас патч безопасности еще от мая месяца, хотя все те аппараты, на которые прошивка выходила относительно недавно, там уже патчи от июня. Ну, опять же, мелочь, но уже в этом моменте можно наблюдать, как разработчики пытаются обновлять устройство. Ну и, понятное дело, также еще улучшают прошивки модуля связи, ну и так далее. Не могу сказать, что как-то связь стала работать лучше, но при этом хуже не могу отметить, что она стала работать. Далее, следующая фича кроется в разделе мобильные сети. Если вы следили за новостями компании Xiaomi, они еще во времена презентации Xiaomi 15T добавили такую фичу, как оффлайн коммуникации Xiaomi. То есть, когда у вас нет мобильной сети, но есть соединение по Bluetooth, вы можете совершать звонки. И эта фича была, скажем так, эксклюзивом для 15T, но потом с промежутком времени разработчики начали добавлять эту фичу на многие смартфоны Xiaomi путем банальных обновлений. Далее, что еще интересного можно найти в настройках? Наверное, это вас заинтересует как рабочий стол. Почему я пропустил все другие разделы? Потому что по факту в них ничего нового и интересного нет, а в рабочем столе есть. Получается, по умолчанию на этом устройстве есть штабелирование, я ничего дополнительно не делал. Ни бревенты, ни там еще что-то я не вводил, и по умолчанию все это работает, и соответственно кому важно, чтобы стиль был в настройках, на Poco F7 это все есть по умолчанию. Конечно, это очень удобно, потому что, кто-то, кто вводил тот же самый бревент, не получал этого третьего стиля в расположении объектов в недавних, расстраивался и говорил, что метод там шляпа, грубо говоря, ну и так далее. По факту этот метод просто, немножечко не так работал, и в конце концов мы с вами получали то, что и хотели. Но, как говорится, это совсем другая история. По возможностям рабочего стола. Понятное дело, что как только вы там обновляете прошивку, как только вы там что-нибудь настраиваете, покупаете новое, я вам рекомендую всегда качать самые актуальные версии системных оболочек, безопасности, камеры, ну а также Poco Launcher. Почему? Потому что как минимум у вас станет доступна панель поиска на рабочем столе, именно не просто как компактный поиск, а еще и поиск Google. При этом всем оптимизация, плавность, быстродействие остается на уровне, это устройство хорошо себя показывает во многих задачах и особо не подвисает и не лагает, что, конечно, есть очень важно для современного смартфона. Анимации работают хорошо, в целом не могу сказать, что какие-то я наблюдал проблемы при там входе, выходе в приложение, ну и прочее, то есть все, лично меня устраивает. По сравнению с тем, что было там еще когда-то там с первыми версиями на HyperOS, то, конечно, вот именно Poco F7 обновлениями прокачали.
Что еще по настройкам вы мне можете сказать, можно найти интересного? А в целом это и все. Почему? Потому что разработчики, как вы понимаете, в большинстве своем были сфокусированы именно на персонализации, на кастомизации, на островке. Кстати, насчет островка все так же, тут есть возможность у нас, конечно же, получить обновленный стиль воспроизведения, но, как говорится, мелочь, а приятно. Теперь, что касательно у нас кастомизации. Ну, как я уже сказал вам, это темы. Получается, многие думали, что как на примере того же Poco X7 Pro, Poco M6 Pro, M7 Pro, на примере X8 Pro, но опять же, там фича уже была сразу по умолчанию, добавят третью тему. И мы наконец-то избавимся на этом смартфоне от этих уже устаревших значков Poco. Это все было, знаете, как бы в каких-то мечтах. И вот мы получаем обновление, скачиваем, устанавливаем и наблюдаем с вами следующую картину, что ничего не меняется. Понятное дело, что те, кто эту прошивку изначально ставили, сразу расстроились и подумали, да нет, это бетка, что там это какая-то прошивка чисто тестовая, ну и так далее. Сразу отвечаю на такие вопросы, что все прошивки, которые приходят тестерам, потом впоследствии идут именно в том виде, в котором они пришли тестерам, и в публичную рассылку. То есть, если вы сейчас получили эту прошивку как Mi Pilot, грубо говоря, если в ней не будет найдено никаких там проблем и каких-либо критических багов, она в этом виде пойдет и, соответственно, в публичную рассылку. И то есть не думайте, что если эти иконки обновленные сюда не добавили, то там условно выпустят следующую прошивку для всех, или же с таким индексом и с такими цифрами выпустят, и тут появятся те самые ярлыки. К сожалению, так это не работает. Существует мнение, что это сделано специально, дабы как-то, знаете, растянуть возможности разработчиков, или не то чтобы возможности, а чтобы у них была некая работа, чтобы они потом нам отчитались и сказали, вот смотрите, мы добавили в этом устройстве вот такую вот фичу. И теперь последнее на сегодня — это стоковые приложения. Разработчики, конечно же, хотят их обновлять, но всегда есть куда стремиться к лучшему. Но вот даже на примере той же безопасности можем посмотреть, что все-таки да, версия тут актуальна, 12.6.1. Есть, конечно, версия уже 12.6.8, и что в ней там условно поменяется. И как ранее я уже упоминал, немного поменяется визуал в этом приложении. Опять же, мелочь, но приятно. Как вы понимаете, что все эти обновления, они больше призваны устранить какие-то там баги, критические моменты, и так далее. Все самое вкусное, все самое интересное, все самое то, что реально пользователь ждет, будет добавлено в HyperOS 4. Уже у нас не за горами июль месяц, и вот есть такое какое-то ощущение, что там уже смогут выйти какие-нибудь первые бетки, которые нас с вами порадуют новыми возможностями, потому что на сегодняшний день все больше слухов всплывает о HyperOS 4. Если вам эта прошивка пришла на примере Poco F7, я рекомендую на нее обновиться. Как по мне, хорошее обновление, проблем я лично в нем не нашел, все работает отлично, молниеносно и без каких-либо нареканий. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.